Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, почему мы так часто выбираем одиночество, балансируя между наслаждением свободой и тоской по семье, находя множество оправданий, чтобы не жить в паре. Быть одинокой тяжело, казалось бы, можно жить так, как хочется, ни под кого не подстраиваться, профессионально самореализовываться. Однако большинство женщин очень уязвимы. Они нуждаются в любви. Им необходимо чувствовать себя защищенными. Хочу привести несколько веских причин одиноких женщин и объяснить, что за этим стоит. Первое. Страх близости. Порой за страхом не встретить никого на своем пути часто скрывается боязнь самой встречи, за желанием начать совместную жизнь, ожидание предательства. Женщина заранее уверена, что ее могут обмануть, и предпочитает вообще не вступать в близкие отношения. Именно поэтому многие сегодня выбирают временные отношения, потому что завтра может появиться кто-то поинтереснее. Нередко определяющим в поведении женщины становится страх близости. Речь идет о сложностях адаптации к другому человеку. Она требует душевных затрат, а потому кажется слишком трудной. Это боязнь потерять себя, раствориться в партнере, в семье. Иными словами, страх поглощения. И зачастую, не чувствуя в себе сил отстаивать свое «я», женщины предпочитают не ввязываться в авантюру. Второе. Послание семьи. Я не знаю ни одного примера действительно счастливой семьи. Именно это приходится слышать от одиноких женщин. Многим из них трудно представить, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть легкими, гармоничными, а любовь полной эмоций и счастливой. Такой взгляд во многом зависит от модели семейного союза родителей. И здесь главным остается опыт матери. Была ли она счастлива? Именно через этот опыт рождается образ семьи. Не сулит хорошего и чрезмерная привязанность к родителям. Таким женщинам слишком хорошо дома, и они оказываются неспособны разорвать связь с родительской семьей. Им в отчим доме удобнее и проще. Они начинают зарабатывать и живут в свое удовольствие, но при этом не несут ответственности за собственную семью. Плата за комфорт велика, им трудно создать собственную семью. Третье. Стремление к идеалу. Спросите у одинокой женщины, что она считает главным во взаимоотношениях с мужчиной. Почти наверняка вы услышите, что ее потенциальный партнер должен быть заботливым, понимающим, верным, всегда готовым подставить плечо. Другими словами, речь пойдет только о ее запросах и требованиях. Но где же она сама? Какова ее роль? Что она готова дать партнеру? Многие женщины боятся, что их не будут уважать и поддерживать. Именно поэтому они предпочитают одиночество. Но жизнь в паре– это живая связь двух самостоятельных людей. Когда женщина освободится от страхов и влияния стереотипов, от гнетущего чувства недолюбленности и незащищенности, тогда и начнет жить полноценной жизнью. Четвертое. Смирившаяся женщина. Ее довод «мне никто никогда не встречается». Действительно, она ни с кем не знакомится и ничем не рискует, не хочет иметь дело с потенциальными опасностями знакомства, и это предохраняет ее от отсутствия веры в себя. Ее самооценка близка к нулю. Чтобы справиться со страданиями из-за того, что она чувствует себя ничтожеством, смирившаяся рискует перейти от «я ничтожество» к «все мужики сволочи». Да, кстати, ведь именно это всегда говорила ее мама. Пятое. Воинственное. Ее довод. Мужчины меня боятся. Она вызывает у мужчин страх. Это амазонка, сильная и уверенная в себе. И никто не замечает, что внутри нее плачет обиженная девочка. Какому горю из своего детства пытается помочь взрослая женщина? Кому стремится отомстить? Отцу, деду, брату, начальнику, своему бывшему?
Поскольку она отказывается признать свою потребность жить в паре, она чересчур вкладывается в свою самостоятельность. Она хочет сама строить свою жизнь, убеждена, что никто ей не ровня. Но осознав еще до того, как станешь грозой мужчин, можно стать жертвой самой себя. 6. Независимая. Ее довод: «Я слишком люблю свою свободу». Она много работает, занимается спортом, бегает по выставкам и концертам, встречается с подругами, у нее нет ни минуты. У нее нет свободного места для мужчины. Что это? Страх расслабиться и отпустить вожжи? Вероятно, в ее прошлой жизни был авторитарный родитель, который ее оценивал и критиковал. Как маленькая девочка не могла сказать «нет» этому осуждающему взгляду, так и взрослая женщина боится, что не сможет сказать «нет» в лицо мужчине и задраивает все люки. 7. Романтичная. Ее довод: «Я жду принца». Она так и не выросла, застряла на стадии детской веры в собственное всемогущество, когда можно получить все, что захочешь. Однако романтичная особа может быть блестящей, успешной женщиной, разбираться во множестве вопросов из разных областей, но при этом оказывается совершенно слепа, сталкиваясь с реальностью чувств. Она продолжает ждать прекрасного принца и мечтать о воздушном замке, маскирует свои страхи всеми атрибутами романтики и при этом живет в тотальном отрицании повседневности. И это ожидание может затянуться, пока она не смирится с тем, что прекрасный принц тот же обычный человек со своими слабостями и недостатками, как, впрочем, и она сама. 8. Недотрога. Ее довод: «Не люблю секс». Она боится не любви, а сексуальности. Это свойственно всем женщинам, у которых было мало сексуального опыта или он был негативный. Недотрога обожает свою работу. Ее окружают друзья, у нее прекрасные отношения с окружающими. Она использует приемлемый для общества статус одинокой женщины, чтобы замаскировать свой страх. Психологи советуют таким особам развивать свое тело и физические ощущения с помощью танцев, спорта или телесно-ориентированной терапии. 9. Настрадавшаяся. Ее довод: «Я больше не хочу боли». Она потеряла мужчину, который умер или бросил ее, или она бросила его, но в любом случае любовь ассоциируется у нее со страданием. Или наоборот, она никак не может забыть потрясающую историю любви. Так или иначе, она не сумела принять и пережить прошлый опыт. Оставаясь жертвой, она не способна управлять своей жизнью и не готова к новым впечатлениям и встречам. Она отказывается от новых отношений, она одинока, но не одна. Во всяком случае, она еще не готова к новой любви. 10. Трепетная мать. Ее довод: «Мои дети никогда на это не согласятся». Прикрываясь интересами детей, она отказывается вступать в новые отношения, прячет свой страх перед новой встречей. Для нее быть матерью в какой-то мере алиби, позволяющее не быть женщиной. Но проблема в том, что позднее дети могут испытывать огромное чувство вины за то, что живут отдельно и любят кого-то еще, потому что их мать не сумела построить собственную жизнь. 11. Сестра милосердия. Ее довод: «Мне попадаются только неудачники». Самое неприятное, что это правда. Но это во многом ее собственная вина. Она думает, что ее может полюбить только тот, кому она полезна. В любой ситуации ее привлекает мужчина с ущемленным самолюбием, и она старается залечить его нарциссическую рану. Но их тандем основан на страдании. Речь тут не о любви, а о самопожертвовании. Надо найти в себе силы и обрести способность строить собственную жизнь. Напишите в комментариях, как вы относитесь к одиночеству и к какому типу женщин вы себя относите. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал,
Ссылку вы найдете в описании. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!